Мы пойдем от дешевых к дорогим. И я не стану шутить, что минимальная задержка в проводных наушниках. И вы в курсе, что уже мало кто ощущает задержку меньшую, чем 200 миллисекунд. А заявленные производителем 180 миллисекунд являются результатом, полученным в лабораторных условиях. А PUBG самая неоптимизированная для беспроводных наушников игрушка. Ну совсем нехорошо в нее играть в ТВС-ках. Но я за 3 года нашел 10 моделей наушников, которые, возможно, и не подойдут для профов, но играть обычным геймерам в них будет довольно комфортно. Только не забываем, очень многое зависит от вашего телефона. Если там плохой модуль, корявая прошивка, или он сам по себе лагает и тормозит, никакие наушники это не вывезут, задержка будет. А вот если нет и с интернетом все хорошо. Tube 452, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только ультрабыстрые обзоры, долгие стримы и полное отсутствие развлекательной мимики. Игровые обзоры с ужимками в других местах. Я пока до этого не дорос. И сегодня я займусь крайне неблагодарным делом. Перечислю вам топ ТВС наушников для PUBG с минимальной задержкой. К остальным игрушкам они, конечно же, тоже подойдут. Стоимость у них будет от $19 до 200. Тестировал я эти наушники с различными девайсами, и сейчас я вам их перечислю. Huawei P20 Pro, Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Note 10 и OnePlus 7T Pro. И отсюда делайте выводы. С ультрадешевыми телефонами я тестов не делал. Не забывайте поставить лайк за труды, подписаться с колокольчиком и написать в комментариях, что еще купить для обзоров. А теперь мой топ-10 ТВС для PUBG и других игрушек. И пусть никто из них не идеален, но в этих наушниках играть можно. На 10-м месте наушники KZ S1. Гибриды с арматурой. Нереально крутое звучание, безумно низкая цена, позорно убогий пластик ушей и бокса. Коробка как с базара. Сборка отличная. 42 грамма бокс, 4,5 грамма каждое ухо. Работать по одному наушники могут. Выключаются как автоматически, так и с сенсорами с самих наушников. Так же, как и включаются. Есть игровой режим, который включается отдельно. Вот в нем и нужно играть. И по балансу цена-качество я в топе их считаю лучшими. Микрофоны плохие, амбушюры нужно менять сразу. Bluetooth версии 5.0, кодеки AAC и SBC. Народ покупки очень рад. И помните, затычки всегда выигрывают в басе и проигрывают в высоких. В ушах удобно, сенсор не понравился, автономность 3 часа 15 минут. В принципе, достаточно. Играть в PUBG в них можно и нужно. И тем, кто не понял, мои топы идут из моих обзоров. На все, что я вам сейчас освещаю и советую, есть обзоры на моем канале. Ссылки на эти обзоры, как и на покупку всех этих наушников, будут в описании к видео. И не удивляйтесь, некоторые наушники я не советую к покупке для обычного использования. Просто для того, чтобы играть в PUBG, подойдут совсем не каждый ТВС. Эту десятку я собирал целых 3 долгих года. 9 место. Anime Buds Capsule. Только не версия Pro, а обычные. И не за $30, а если решите, то дороже $20 их не берите. Я их покупал в горячих товарах примерно за 1300 рублей. Это единственные наушники, которые я, кстати, тестировал с телефоном Xiaomi Mi 9. Но это не главное. Как и в любых дешевых затычках, в этих превалируют басы. Но мы же не надеемся получить за $20 мониторы с Hi-Fi звуком. И дело тоже не в этом. Ведь сейчас вы слушаете игровой топ, а эти уши удобные, маленькие, с компактным кейсом и практически незаметной задержкой в PUBG. Прерываний нет, кабель зарядки для бокса micro-USB. Автономность 3 часа. Комплектные амбушюры неплохие, но лучше их сразу же поменять. Микрофон, как и у всех лоукостовых затычек, печален. Объем у звука минимум. По одному использовать ушки можно. Кнопка механическая удобная, но мы ведь берем уши под игру. На 8 месте Havit G1. Это единственные наушники в топе, которые могут подойти не каждому по физическим причинам. Они нереально большие. У них среднее звучание и первое время была просто лютая стоимость. Когда вы видите подобные ушки, обязательно постарайтесь их примерить перед покупкой. Очень многим по отзывам они не подошли. Не говоря о том, что шлейф у бокса рвался, глючили уши при работе микрофона, в PUBG работал, допустим, только один наушник. И они упорно ломили цену. Но задержка у них минимальная. И если вы уверены, что сможете их комфортно носить, как я уже и говорил в своем негативном обзоре на них, до $50 для них будет адекватная цена, и за эту цену я их советую. Именно столько они стоят в периоды распродаж. Работают 3,5 часа, кодеки AAC и SBC, можно купить их у дома, продаются и в обычных магазинах, а не только на Али. Но для начала прочитайте про них отзывы. Брака в этой модели хоть отбавляй. Но в PUBG задержка, еще раз напоминаю, минимальная, как и в других играх. Многие ее вообще не замечают. 7 место.
место. Беспроводные накладные полноразмерные наушники Meizu HD60. Реально их купить на сейле в районе $69. Имеют много сомнительных внешних решений, как стилизованная кожа от пьяного сапожника на ободе, но у них довольно удобный сенсор для управления, звук с него можно прибавлять и убавлять, 30 часов автономности, амбушюры с эффектом памяти, притом в этих наушниках жарко вам не будет. В материалах также есть нержавейка, и это хорошо. Но вот коровья кожа — это все-таки плохо. Hi-res звучание и минимальная задержка в PUBG. И это не по проводу, по которому они, конечно же, тоже могут работать, а по Bluetooth, который здесь, конечно же, версии 5.0. Коробка для переноски наушников ужасна, неудобна и еще и пахнет первые 2 дня. Между двумя поколениями HD50 и HD60 от Meizu, кстати, прошло целых 3 года. Оголовье мне понравилось. Для моей формы головы наушники удобные, но, как я часто напоминаю, затычки могут подойти почти любому, если это не хавит, а вот накладные полноразмерные наушники необходимо примерять всегда. Громкость нереально высокая. Hi-res звучание, еще раз напоминаю, в этих наушниках присутствует, и всем сертификатам они соответствуют. Они единственные накладные в моем топе, но не единственные в нестандартном форм-факторе. 6-е место. Мои фавориты. OnePlus Bullets Wireless 2. Ушки на шнурке. С морем наград. Поддержкой мультиподключения к разным устройствам, что является ой как большой редкостью. Великолепным комплектом. Нереальным дизайном. И да, к ним я неровно дышу. И пользуюсь ими всегда. От того, что у них нереальное количество плюшек. И топовый микрофон. И быстрая зарядка. 10 минут зарядки дают 10 часов прослушивания. И Bluetooth 5 версии с поддержкой Qualcomm-овского кодека aptX HD. А еще их реально во время сейлов купить за $59. Я покупал их за 100 и ничуть не жалею. В PUBG задержки в них нет. Во всяком случае с OnePlus ее точно не заметить. Полная автономность 14 часов. Зарядка от Type-C, OnePlus рулит. 5-е место Sabot E12 Ultra. aptX. Странный звуковод. Цена в районе $60-70. Море расцветок. Нереальное количество амбушюр. Не для игры я их тоже не советовал. Зарядка как у бокса, как от кабеля Type-C, так и беспроводной зарядкой. Лучше покупать бокс не в глянцевом исполнении, он моментально покрывается вашими отпечатками. Носить в кармане не очень удобно. 10-миллиметровые драйверы, нехилый запас громкости, интересный способ подключения к телефону, каждый наушник спаривается с ним отдельно. От этого задержка становится, кстати, меньше. Управление удобными механическими кнопками, Bluetooth версии 5.0 от Qualcomm. Единственное, у пользователей по отзывам каждый третий имеет проблемы со стабильностью подключения. У многих в людных местах наблюдаются помехи. Не всем будет удобна форма этих наушников, как и их внешний вид. Защита от воды IPX5, задержка в PUBG минимальна. Заметно, но играть в них можно, притом с довольно большим комфортом. Опять же, если вы этим не зарабатываете и вы не проф. На 4-м месте OEM ушки Kinera YH623. Насколько хороши похожие на них наушники, я не знаю. Я тестировал именно эти уши. Выглядят дорого. 6 часов автономности. Есть функция быстрой зарядки. 15 минут зарядки в боксе, 2 часа работы. Форма как у Meizu Pop. Учитывая, что я тестил Wavefun X-Pods 3, которые внешне очень с ними похожи, сразу скажу, по ощущениям между ними разница большая. Звучание у Kinera очень качественное. Внутри бокса уши не болтаются. Драйвер на 6 мм, запас громкости большой, Bluetooth версии 5.0, никаких помех нет, цена также в районе $60. Одна из минимальных задержек в PUBG, сенсорное управление с функцией изменения громкости с вайпами, адекватная защита от воды IPX5, использовать наушники можно также по одному. При работе диоды в ушах не мигают. Микрофоны средненькие. На 3-м месте наушники Xiaomi OneMo E1026BT. Не для PUBG я бы их брать не стал. Для таких размеров стоят они уж очень дорого. Да, в них есть aptX. Дорого выглядит упаковка. А вот боксы амбушюры нет. Уши весят больше всех, аж по 6 грамм каждый. Кабель для зарядки позорный micro-USB. 4 цвета, амбушюры в комплекте маленькие, внешне выглядят наушники по моим меркам огромными, быстрая зарядка 15 минут, на выходе 3 часа звучания. Диоды в ушах при работе мигают, и это не раздражает, но это плохо. Титановый композиционный драйвер и 7 часов автономности. Не понравился мне их внешний вид, звучание и неудобно расположенная механическая кнопка. Менять громкость с наушников нельзя. Эти уши для PUBG подойдут, но помните об их нестандартных габаритах и весе. Цена сейчас в среднем $70, а про относительность звука многим звучание этих наушников нравится больше, чем у Havit G1, которые по мне тоже не являются
являются эталоном затычек. Второе место. Apple AirPods. Неважно, первые или вторые, то, что во вторых бокс поддерживает беспроводную зарядку, вы и так знаете. Работают они приоритетно по кодеку AAC. Автономность от 5 часов. Вкладыши стабильнее работают с айфонами, но функционал на андроиде тот же. Достаточно скачать программку. Их подвиг с автономностью вкладышей такого форм-фактора пока победить никто не смог. Если ушки вам малы, можно купить силиконовые накладки. Еще раз напоминаю, форм-фактор вкладыши, а значит басов здесь по минимуму. Отличные микрофоны и минимальная задержка в PUBG. $150 вынь да положь. Я их советую, особенно для тех, у кого есть яблоко фона. А фавориты, и не только по цене, а в первую очередь по задержке, Huawei FreeBuds 3. Минимальная задержка в игре, 4 часа автономности, адекватный шумодав, который по мне работает максимально плохо. Сумасшедшая скорость автоподключения, бокс можно заряжать как проводам, так и беспроводной зарядкой. Стабильности меньше, чем у AirPods, раз в час они у меня ловят помехи. Лучшее звучание у вкладышей, задержка на 15% меньше в цифрах, чем у AirPods, каждый наушник отдельно подключается к телефону, как и друг к другу, защита от влаги и пыли IP64. За час заряжается кейс и уши в нем. Управление тапами, анимация как и в AirPods, но здесь только с Huawei. В целом отличные наушники. Но, конечно, лучше всего они подойдут тем, у кого Honor и Huawei. Резюмирую, советую начинать с KZ или сразу брать AirPods с Huawei. А так, вы всегда должны понимать, что задержка есть даже в проводных наушниках. Многое зависит от девайса, к которым уши подключены, интернета и самой оптимизации вашей игры. Ставьте лайк за труды, смотрите в описании, как выиграть браслеты, колонки и другие призы на канале. Приходите на стримы, я отвечаю на все ваши вопросы. Мата, хамства и агрессии на канале нет. Не забывайте прожать колокольчик и написать, что еще купить для обзора. Ссылки на обзоры на все эти уши я оставлю в комментариях под видео, как и ссылки на их покупку. Спрашивайте, что интересно, девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!